Рада приветствовать всех на своем канале. Зовут меня Алена. И хочу сегодня снять видео по запросу «Вышивка на пластиковой канве». Меня очень давно просили о том, чтобы я сняла это видео. Конечно, для тех людей, которые вышивают уже давно и вышивали на пластиковой канве, вообще не составляет никакого труда разобраться во всем этом. Но для новичков это проблема, насколько я поняла. Во-первых, люди не знают, как, с чего начать набор на пластиковой канве, как разместить. Для того, чтобы начать вышивку на пластиковой канве, покажу вам на таком примере, как возьмем, например, жар-птицу. Вот схема и что я делаю. Вот этот кусочек канвы пластиковый, он был, по-моему, в наборе. Вот два было кусочка таких отреза. Я поделила их пополам. Для этого используется обычная линейка. Вы отмеряете общий отрезок, делите его пополам, разрезаете. И что теперь дальше мы делаем? Мы смотрим на схему. Начинаю я отшив вот с края. Я беру канву и начинаю прямо с самого низа, так как обрезать здесь уже ничего не надо будет. И начинаю отшив вот с этого края, с нижнего. Или с бокового, смотря какая схема. Здесь мне проще было отсчитать снизу. Дальше измеряю вот этот отрез. У нас получается 7, почти 7 сантиметров. Значит, 3,5 это будет центр. Вот 3,5. И отмечаю. Вопрос, чем отмечать, да, на пластиковой канве. Если на канве обычной вы отмечаете вот такими вот маркерами, которые смываются водой, то на пластиковой канве я отмечаю вот таким вот маркером. Вот. CD-DVD для дисков черного цвета, есть синего, по-моему, зеленого, неважно. Любой этот маркер берете, он смывается спиртовым раствором, любым, так что не проблема. Ставите центр маркером и начинаете вышивать. Если вам необходимо еще какие-то меточки ставить, можете отсчитать, например, вот у вас центр. На этой вышивке, да, вы считаете, сколько у вас снизу должно быть крестиков. Отсчитывайте от середины до правого или до левого края, как вам удобно, ставите там еще меточку, если вам это необходимо. Если нет, то достаточно центра. И начинаете вышивать свою работу. И я иду снизу вверх. Ну, кто как, в общем, начинает, кому как удобно. Также я поступала и со следующими елочками. Также начинала вышивку снизу и шла вверх. Вот, начинала с нижнего края. Так как мне его не надо обрезать, он гладенький, начну обрезать по краям, так как в этих игрушках уже все обрезано. Также начинала я их отшивать с какой-то одной стороны. Например, вам, возможно, будет сложно сделать просчет, но с помощью этого маркера будет легко. Вот. Здесь можно было с краю вот этой ручечки, вот эту я отшивала вот с боковой части, начинала, чтобы ее не обрезать. Эту с нижней, как получалось. Вот, размечайте этим маркером
Если у вас большой лист, вот такой вот, вы также можете использовать этот маркер. Вы можете поставить сколько угодно точек, разметку сделать, обозначить себе каждую фигурку и потом все это смыть. Но делаю такое важное сообщение, что смыть этот маркер надо до того, как вы вышиваете. Вы приступили, вот у вас разметка, вы себе отметили. Я отмечаю обычно одну какую-то отметку, ставлю максимум 2 и начинаю отшив и сразу же ее вытираю. То есть я поставила здесь иголку, вытерла разметку и начала вышивать, потому что под крестиками вы уже этот маркер никак не смоете. Думаю, что более-менее доступно объяснила. И сейчас для примера мы с вами возьмем небольшой, маленький отрез канвы и попробуем сделать от начала и до конца новогоднюю игрушку. Предлагаю вам сейчас вместе со мной от самого начала до оформления сделать вот такую вот прекрасную новогоднюю игрушку на пластиковой канве. Ну что, начинаем? Вышивать мы с вами будем вот такой вот домик. Новогодняя игрушка. У меня нет, к сожалению, распечатки, только в программе. И сейчас я вам расскажу, как нам разместить этот домик. Вот у меня такой совсем маленький отрез. Я их беру из остатков. Мы должны просчитать, где у нас будет середина. Вот этот вот квадратик мы также считаем. И вот этот берем в счет. Мы должны просчитать с этого места по вот это. И также, когда считаем снизу вверх, мы должны захватить по квадратику снизу и сверху. Для того, чтобы четко наша работа вписалась, если у вас такие маленькие есть кусочки, отрезы пластиковой канвы, чтобы вы не просчитались и не получилось так, что не хватает у вас канвы и зря вы вышивали. Мы считаем, здесь у меня получается 23 клеточки, соответственно надо найти серединочку. Сюжет я выбрала не просто так, потому что он небольшой. Здесь есть и фрузелки, и бэкстич. Я могу вам показать на этой маленькой картинке все, что можно сделать с пластиком. Ну, сейчас приступим. Ну, вот я отсчитала 23 клеточки. Получился у меня маленький такой пластиковый кусочек. Отрезала. И сейчас начнем вышивать так. Не с середины, а сейчас я вам покажу. Так как у нас идет еще крыша, здесь надо ее уместить. Начнем вышивать вот с этого первого квадратика зеленого. Это 702 цвет. Он обозначен на схеме как зеленый квадрат с треугольником. И должны посчитать, сколько у нас клеточек справа. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5 клеточек у нас должно быть справа. И 1, 2, 3, 4, 5. Все четко надо по 2, по 3 раза просчитывать, потому что будет обидно, когда у вас будет неправильный просчет. И начинаем вышивать. Сейчас покажу, как это выглядит на канве. Вот такой небольшой отрезочек канвы. Сейчас вам покажу, с каких отрезков я беру. Вот у меня остался вот такие вот небольшие отрезки. Это была игрушка, я ее вырезала, и все это я не выбрасываю, это пригодится. Вот, например, моя дочь вышивает на таком же отрезочке елочную игрушку, так что такие маленькие кусочки также я не выбрасываю.
И вот 5. Как мы отсчитываем? Так как первая клеточка, которую мы будем обрезать, она может быть не полной. Вот она. И мы считаем. Я вам покажу вот так вот. 5. 1 крест. 2. 3. 4. 5. Следующий будет наш. Ставим отметочку, если вам это надо. Мне в этом необходимости нет. Берем маркер. Еще раз покажу вам, как они выглядят. Вот такие вот маркеры. И ставим отметочку. Вытереть можно спиртом. Но если вы только нанесли, он также может вытереться и рукой. Вот. Я буду показывать медленно. Переворачиваем. Закрепляем петелькой. И вот у нас первый крестик. Мы их закрепляем сразу, так как дальше у нас этого цвета не будет. Через один делаем крестики. Семь крестиков мы должны были вышить этим цветом. 7 крестиков у нас уже готово. Вот они. Теперь четко мы должны все опять присчитать, пока еще мы на самом начале нашей работы. Должно быть 5 крестиков обязательно поместиться и справа, и слева. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Дальше будет обрезка. И также 1, 2, 3, 4 крестика помещается. И 5 обрезан. Все у нас помещается. Судя по схеме, по нашим расчетам, можем продолжать дальше. Этого цвета у нас сейчас не будет. Мы должны его закрепить. Закрепляю я его так же, как и обычно при обычных крестиках на канве, под прошитыми уже крестиками. Все. И обрезаем ниточку. И приступаем к следующему цвету. Дальше у нас идет 349 цвет по схеме. Мы берем ниточку, складываем вдвое. У нас образовывается петелька. И продолжаем далее вышивать. Мы довышивали. И ниточку также закрепляем с обратной стороны. Заводим под отшитые крестики. Вам видно. И обрезаем. И берем следующий цвет. Далее мы используем 700 цвет. Мы его отшиваем над всеми зелеными крестиками 702 цвета. Я постараюсь вам схемку вставлять в виде скриншота, чтобы вам было более понятно, так как с экрана телефона очень бликует. Попробуем так, посмотрим, что из этого выйдет. И начинаем отшивать. Также я взяла ниточку, так как это первый раз. Дальше я вам покажу, как закреплять ниточку, когда она у вас уже обрезана. Эта нить у нас закрепляется также петелькой. Мы взяли ниточку, сложили пополам. Кто хочет более подробно посмотреть, как это делать, в правом верхнем углу будет ссылка, как закрепить нить петлей. Для того, чтобы мы не останавливались долго на этом.
И закрепляем петелечкой. И делаем все крестики над зеленым цветом. И обрезаем. Приступаем к следующему цвету. Следующий у нас будет красный цвет, 321. Мы будем отшивать над уже отшитым красным 349. Закрепляем петелькой. На изнанке. И продолжаем отшивать все крестики справа налево. Триста 310 цвет, черный, мы отшиваем над всеми зелеными крестиками. Закрепляем также петелькой. Сейчас мы будем отшивать цвет бланк. Можете взять любой белый цвет, неважно, какой у вас есть. И вот над красным мы сейчас будем отшивать белый символ. Как вы видели на схеме, я вам все время вставляю фотографию со схемой. Нам необходимо взять ниточку 972 цвета, это желтый цвет, и необходимо нам начать вышивать с этого места. 5 у нас крестиков идет влево. И мы считаем, когда вышиваем, 5 крестиков. Если вы хотите начинать вышивать с этой стороны, например, у вас также 5 крестиков, вы должны считать 1, 2, 3, 4, 5 и начать с этого места. Можете начать и сразу же закрывать кресты, начиная с левой стороны. Первый крест, второй и так до 5. Это уже как вы захотите. Для тех, кто первый раз видит вообще, как вышивают крестом, но очень хотел бы освоить эту технику, в правом верхнем углу будет ссылочка на мой урок
вышивка крестом. Там все очень медленно и подробно. Это для тех, кто вообще не умеет вышивать. Ну, может посмотреть и тот человек, который очень плохо вышивает. В принципе, урок понятный. Начинаем. Согласно схеме 972 надо сделать справа и слева верхние 4 крестика. Так как на видео вы увидите, что 5 крестиков – это ошибка. Я через камеру плохо вижу, просчиталась. Но это и к лучшему, так как вы должны также понимать, что ошибки могут быть, но их очень легко исправить. Я распустила вот этот крестик слева и распустила справа. И 725 дальше пошла вышивать. Ставлю этот кусочек для того, чтобы вы также не сделали ошибку. 4 крестика делаем справа и слева. И сейчас у нас кончик без петли на ниточке. И сейчас я покажу, как закрепить ниточку, если у вас нет петелечки. Также мы отсчитываем или 5 крестиков слева, или же от этого крестика 3 отступаем. Вот, как видите, мы отступили 1, 2, 3. И продолжаем вышивать. Вот хвостик, который вам надо придержать пальчиком с изнанки. И делаем крест. Как видите, сейчас я переверну, хвостик пришивается ниточкой. Мы сразу сделаем, закроем 3 крестика. И вот смотрите, как хорошо у нас закреплен хвостик ниточки. И делаем все точно так же по схеме, как и с правой стороны. Все готово. Вот такая красота получается. Изнанка выглядит вот так. И берем следующий цвет. Мы сейчас можем заполнить серединку, а можем уже начать делать крышу.
Давайте попробуем сделать крышу. Так будет легче. Мы сейчас сделаем крышу, а потом будем заполнять все, что внутри не вышито. Глядя на нашу схему, мы видим, что нам необходимо взять 321 цвет. И сейчас мы будем отшивать с правой стороны 3 крестика и спускаясь вниз еще 4. Начинаем отсчет. 1, 2, 3. Также у нас нет петельки в этот раз. Видите, одна ниточка короче, другая длиннее. Это не страшно. Значит, мы смотрим внимательно, чтобы 2 хвостика у нас было место для закрепления. Придерживаем пальчиком с изнанки и начинаем делать крестики. Этот урок для новичков. Меня специально попросили сделать такой очень подробный урок. Так что для тех людей, кому этот урок не нужен, такой подробный, просто переключайте. Не надо раздражаться. Этот урок для людей, которым необходимо понять, как вышивать на пластиковой канве. Поэтому все подробно, медленно. Вот так вот. И смотрим. Все у нас закреплено. Этот кончик мы можем обрезать, чтобы он нам не мешал. Все. Ниточка закреплена. Готово. И сейчас то же самое мы должны проделать с левой стороны. Сейчас... И сейчас мы возьмем с вами 349 цвет и вышьем один крест справа и один крестик слева. Также у нас ниточка без петли. Закрепим. С изнанки придерживаем пальчиком. Убедились, что мы захватили вот эту вот ниточку. Вот она. Видите? Убедились, что она у нас закреплена. И наш крестик готов. Закрепляем с изнанки. И обрезаем. И сейчас сделаем аналогично с вот этой стороны. Ну, сейчас покажу вам, как я еще закрепляю. Значит, вот у вас будет крестик вот здесь. Соответственно, ниточку можно вот здесь вот закрепить под этими двумя крестиками.
Вот они, эти два крестика. Мы можем вот здесь сразу закрепить ниточку, хвостик, и сделать крестик. Вот видите, только здесь аккуратненько, чтобы этот хвостик не ушел, не убежал от нас. Вышито. И теперь надо закрепить закрепили. Смотрите, у вас ниточка будет всегда цепляться за уголочки, так что надо как-то бороться с этим, просто не раздражаться и аккуратненько пальчиком снимать, потому что по-другому не получится вышивать, так как маленький размер канвы, острые уголочки, даже если их немножечко закруглить, то будут такие вот небольшие нюансы, но это так всегда с пластиковой канвой. Скажу, что пластиковую канву, когда начинают на ней вышивать, ее или любят, влюбляются, да, в процесс вышивки на пластиковой канве, либо не любят этот процесс и больше никогда не вышивают на пластике. Мне очень нравится вышивать на пластиковой канве, и моя дочь, когда попробовала после канвы обычной пластиковую, больше любит вышивать на пластике. Так что это, как говорится, дело вкуса. А сейчас мы с вами возьмем зеленый цвет, 700, и будем отшивать крышу. Сейчас я вам вставлю фотографию по схемку, и вы посмотрите, что вот справа мы будем идти вверх, а потом вниз. И таким образом у нас получится крыша домика. Согласно нашей схеме, мы взяли ниточку 700 цвета и будем вышивать крышу. Отступили одну клеточку от красного цвета вверх. Закрепляем это все ниточку петелькой. И сейчас я вам покажу в ускоренном режиме, как я вышиваю этим цветом 700 зеленым вверх. Возможно, еще и покажу, как вниз, но вниз, возможно, я уже буду вышивать и за кадром, так как, в принципе, ничего сложного уже нет. Достаточно подробно показала, как мы вышивали эту часть. И сейчас уже в ускоренном режиме, для того, чтобы вы долго времени не тратили на просмотр этого видео, чтобы нам побыстрее закончить с вами отшив вот этой прекрасной игрушки новогодней.
Вот такой чудесный получился у нас домик. Крыша получилась. Я вам на видео показывала, как я проверяла, что у нас все правильно. Вот у нас серединка, когда дошла до этого крестика. И вы в видео видели, что у меня закончилась ниточка на вот этих вот двух крестиках. Дальше я уже за кадром отшила еще 2 ряда вот этих вот крестиков. А сейчас я предлагаю, за кадром я отошью 725 цвет. Вы ставьте себе стоп-кадр той схемки, которую я вам оставляю. Это схема из Cross Stitch Saga. Я вам выделяю каждый цвет, который мы будем отшивать поэтапно. Вы ставите себе стоп-кадр и отшиваем вместе все за кадром. 725 цветом закончила я отшивать всю правую сторону. Теперь перехожу на левую сторону. Вы также смотрите в свою схемку. И сейчас за кадром я отошью все то же самое, что справа будет и слева. И сейчас у нас идет символ 726, и мы пойдем по кругу обшивать крестиками. Готово. Мы вышили 726 цвет. И сейчас надо будет заполнить нам 310 вот это, весь этот кружочек. Надо будет заполнить все эти ряды черным цветом. Готово. 310 мы, согласно схемы, которую вы видели, зашили все свободное пространство, которое у нас осталось. И сейчас мы возьмем 702 номер и будем отшивать по крестику вверх и по одному крестику вниз. Готово. Мы выполнили 702 цветом все крестики, которые у нас по схеме. И сейчас мы возьмем следующий цвет, 415, и будем отшивать так же, как и 702,
По одному крестику будем двигаться вверх и по одному крестику будем двигаться вниз. Сейчас я отошью 415 номером и вернусь к вам. Сейчас нам необходимо взять 349 цвет и вышьем сердечко и на трубе 4 крестика. Как мы видим, вот эти 3 крестика — это 726 цвет. От него необходимо вверх отступить 2 клеточки и на третьей начать сердечко. И вышиваем 1, 2, спускаемся вниз, закрываем и вот таким вот образом подшиваем это сердечко. Вот мы отступаем 1, 2, 2 клеточки, на третьей начинаем вышивать. Так как у нас петельки нет, придерживаем хвостики. Вот они. Наше сердце готово. И сейчас нам необходимо довышивать дымоход. Мы можем на обороте заправить нить под вышитые крестики и выйти в нужной нам точке для того, чтобы отшить остальные крестики. А можем обрезать ниточку, но это как вы захотите. Я буду проходить под отшитыми крестиками. Протяжка это небольшая. Я делаю протяжки 1–1,5 сантиметра, не больше. Ну, в основном сантиметр. Я не делаю больше 2 сантиметров протяжки. И сейчас сделаем правильный просчет. Посмотрим. Я вам сейчас покажу схемку, чтобы вам было более понятно. И вот у нас сердечко. Нам надо над сердечком вот эти ряды посмотреть. 1, 2, 3, 4 это у нас отшитых ряда. Отступить 1 клеточку и начинать вышивать наши крестики. Вот над нашим вышитым сердечком 1, 2, 3, 4 отшитых. 1 пропускаем и делаем первый крестик. У нас их всего здесь будет 2. Мы сразу закрываем их. Двигаясь вверх. Дальше, согласно схеме, нам надо пропустить 2 крестика, и на третий мы делаем еще 2 крестика влево. Четко все сходится. У нас должны быть дымоход и домик быть на одном уровне, заканчиваться. Все правильно.
Готово. Закрепляем. И обрезаем нашу ниточку. Готово. Вот такой чудесный домик у нас получается. И сейчас следующую ниточку мы возьмем. 321. Закончим дымоход. И продолжаем 321 цветом. Заполняем согласно схемы. Все, что у нас осталось, здесь отшиваем. Остается 4 крестика 310 цветом выполнить. Закрепляем ниточку и меняем цвет ниточки. Берем 310 и отшиваем дымоход 4 крестика. А дальше у нас останется только цвет бланк, белый, любой белый цвет, который у вас есть, по схеме бланк. Зашиваю все пространство. Так легче. Почему я сначала вышила сердечко? Для того, чтобы потом, не задумываясь, не смотря в схему, просто зашить все свободное место одним цветом, который у нас по схеме идет. Что мы сейчас с вами и сделаем. Наш домик готов. И когда я подробно рассмотрела, что же у нас получилось, увидела, что не дошила один крестик. Такое тоже бывает. Все ошибаются, ничего страшного. Даже показывая вам, но через камеру я вышиваю. И допустила такую ошибку, что с правой стороны 4 крестика, а слева у меня получилось 3. Я уже довышивала недостающий крестик, и все у нас теперь правильно. И сейчас будем отшивать бэкстич и фрузелки. Наверное, сначала начнем с фрузелков. Бэкстич здесь отшивается креником по схеме. Креника у меня нет, поэтому я вам покажу обычной металлизированной ниточкой золотой. Вышьем. Также можно вместо фрузелков, кто очень хочет, может пришить и бисер. Но это уже по желанию. Можно микробисер использовать. Я буду все как по схеме у нас указано. Фрузелки вышиваются. Бэкстич металлизированный и черной ниточкой мы будем делать с вами бэкстич. 349 цветом в 2 ниточки, в 2 сложения мы делаем фрузелки. Начинаем, например, вот с этого. Вы можете начать с любого или с этой стороны, как вам будет угодно. И двигаемся с вами таким образом. Начинаем. Закрепить ниточку надо на обороте. У нас петелечка. Закрепим петелечкой и приступаем к выполнению наших фрузелков. Иголочку можно сменить. Мы вышивали 24 иглой. Можно взять 26 номер или 28, как кому удобно. Но 28, конечно, будет очень острая иголочка. Смотрите. Я дальше продолжаю той же иглой 24. Делаем раз оборот и делаем 2. И ввожу
тоже место, откуда у нас вышла игла. Сейчас попробую вам. Натягиваю ниточку вверх. И вот так вот медленно у нас формируется узелок. Можно затягивать смело, это не канва. Вот, получился достаточно пухленький и красивый фрузелочек. Если вы хотите, чтобы этот фрузелок был меньше по размеру, сделайте в один оборот. Кто хочет подробно посмотреть видео, как я делаю французские узелки, сейчас в правом верхнем уголочке выйдет ссылка на подробное видео, как делать французские узелки. А сейчас в ускоренном режиме я попробую показать, как сделать все остальные фрузелки. По схеме необходимо использовать креник 0,28. У меня такого креника, у меня вообще никакого креника нет. У меня есть вот такая вот ниточка золотая DMC. Есть также золотой цвет и вот таких вот моточках. Но хочу попробовать вот эту ниточку. Я ее специально купила, так как вот эти вот ниточки металлизированные, да, они очень сильно расслаиваются, когда их отшиваешь. Делятся на множество ниточек. И это доставляет небольшой дискомфорт при вышивке. Ну, попробуем сейчас вот этой ниточкой. И вот сейчас мы вышьем бэкстич в одну ниточку. Золотой металлик я взяла. И сейчас закрепить надо нам ниточку на оборотной стороне. Завожу под несколько крестиков. Хвостик удерживаем. И еще раз. Несколько раз завожу под уже вышитые крестики, так как нам надо, чтобы ниточка была хорошо закреплена и хвостик не выскочил. И начинаем. Вот первый белый крестик между белым и серым 415. Выводим иглу. И выполняем бэкстич. Не буду ускоряться, покажу вам медленно, так как просили. Отступаем клеточку и продолжаем вышивать наш бэкстич. Домик становится наш ярче, красивее. Очень красивая игрушка, миниатюрная. А главное, что такой вот подарок вы можете сделать кому-то за один день.
и вышить, и оформить, ну максимум 2. И вот такая красота у нас получается. Очень красиво получилось. Теперь переворачиваем и закрепляем. Точно так же мы заводим под несколько отшитых крестиков. Этого будет недостаточно для того, чтобы быть более спокойным за свою ниточку, что она не ускользнет. Еще раз заводим. И обрезаем. Все, готово. Посмотрите, какая красота получилась. С фрузелочками и с металликом уже получилось очень красиво. Сейчас нам осталось выполнить еще бэкстич черным цветом. И игрушка станет наша еще более выразительной и яркой. А дальше мы ее оформим. Задник заклеим фетром. Сделаем подвес. Все будет чудесно. Сейчас сделаем бэкстич черным цветом, 310. Ну и приступаем к отшиву в одну ниточку бэкстич черным цветом 310. Можете начать с любого места, где вы хотите. У вас перед вами есть схема. Закрепляем ниточку. Так же, как и металлик, под несколькими крестиками. И начинаем отшив. Я попробую отшить хотя бы небольшую часть, в ускоренный режим поставлю. Для тех, кто хочет более подробно узнать, как сделать бэкстич, в конце этого видео будут все ссылки, можете зайти посмотреть, а также в инфобоксе будут все ссылки. Я вам показала, как можно отшивать бэкстич. Можно сразу идти закрывать, можно пройтись бэкстич половинки в одну сторону, вторые половинки закрыть после. В общем, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Это было видно на видео.
Два разных способа, кому какой нравится. Ну а сейчас я уже без камеры закончу весь бэкстич. И также нам надо будет еще фрузелки черным цветом сделать по крыше. И наша работа будет готова. И приступим потом к оформлению. Вот такая красота получилась. Вышито. У нас все крестики, все фрузелки. Все готово. Теперь нам надо аккуратно вырезать по контуру. Вырезаем. Я попробую показать это на камеру. Не знаю, получится у меня или нет. Как можно ближе необходимо брать к краю. Я вам специально так вырезала, чтобы было видно, чтобы не оставались вот такие вот зубчики, а чтобы было гладенько. Необходимо вот эти зубчики срезать. И аккуратно двигаемся так, чтобы вот эту часть не срезать. Где есть крестик, чтобы вот не обрезать эту часть, а обходим аккуратно контур вот таким вот образом, чтобы не обрезать и крестик, чтобы не распустился. Сейчас я сделаю это за камерой и вернусь к вам. Вот домик вырезан. Показываю вам на темном фоне, так будет лучше видно. А вот я попробовала как можно больше сгладить вот эти все неровности при обрезании. И получилось достаточно так неплохо. Покажу вам ближе. Вот главное, когда обрезаешь пластиковую канву, чтобы срез не попал в отверстие, где есть кресты, а проходил возле этих отверстий. Ну, я думаю, в общем-то, понятно, да, что я имею в виду. И сейчас приступим к оформлению. Я выбрала вот такую вот ленточку. Я ее уже скрепила здесь зажигалкой, чтобы и края не рассатывались. И они вместе держатся. Их будет легче приклеить. Фетр. У меня дома сейчас оказался только вот такой вот салатовый фетр. Фетр необходимо выбирать тоненький. Или можно плотный, но, знаете, не такой пушистый и мягкий, потому что вам будет сложно с ним, сложно будет его приклеить. Он должен быть плотным. Я выбрала вот такой вот, какой был в доме. Но обычно я оформляю белым фетром. Но так как здесь канва белая, то можно и цветной, потому что если прозрачная, мне не нравится, когда просвечивается там цвет канвы, там, красный, фиолетовый, и вот здесь вот тогда получаются края под цвет фетра. Мне это не нравится, мне нравится, когда белые края. Ну, это как кому больше нравится, выбирайте вы сами. Ленточку 11 сантиметров для этой игрушки я взяла, сложила ее так вот петелечкой. Именно вот таким вот образом, чтобы она аккуратненько, красивенько вот складываете два отреза вместе. И вот такая красивая петелечка получается. Мы сейчас приклеим эту петелечку. Вот так вот. Клеем. Можно клей момент, а можно использовать клей-пистолет. Я буду использовать клей-пистолет. Немножечко наносим клея, размазываем. И приклеим так, чтобы это было ровненько по центру. Сейчас. Смотрим, чтобы все было у нас ровненько, красивенько.
И тогда уже с оборота мы приклеиваем фетр. Я беру клей-пистолет, вы можете брать клей-момент. Это уже что у вас есть. И намазываем вашу игрушечку. Берем клей-пистолет и намазываем ваше изделие, которое вы вышили, клеем. Через камеру это делать, конечно же, не совсем удобно, но... И теперь берем фетр и приклеиваем. И аккуратненько прижимаем. И какое-то время пусть так вот полежит. Когда вы приклеили фетр, необходимо немного подождать, пока хорошо все, клей высохнет и хорошо все приклеится. И тогда взять острые ножнички и вырезать аккуратно по контуру. Я сейчас это сделаю, но не на камеру, так как сложно мне это делать через камеру, и вернусь к вам. Игрушка полностью готова. Края можно обметать, вот, например, вот таким способом, как в этой игрушке. Но это на любителя. Я вот такие вот игрушечки на белом пластике я не обметываю. Но иногда бывает, хочется мне обметать. Тот, кто хочет узнать, как делать обметочный шов, можете по ссылочке, которая будет сейчас в правом верхнем углу, зайти и посмотреть вот это видео про свинок, как я их оформляла, магниты. И можете посмотреть, как это сделать. Такая миниатюрная работа получилась. Очень симпатичная, маленькая, а главное быстрая. Можно все сделать за один день. Это будет прекрасный подарок на новогодние праздники. Так что я думаю, что я удовлетворила запрос, которые поступали ко мне по поводу того, чтобы я научила вышивать на пластиковой канве, чтобы показала. Я думаю, что у меня это получилось. Я так надеюсь. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки, если понравилось это видео. Желаю вам всем хорошего настроения и до скорых встреч на моем канале. Всем пока-пока!